Ребята, всем привет! Из наших влогов вы уже знаете, что мы здесь находимся больше года. У нас накопился некоторый опыт, если можно его так назвать. И хотелось бы поделиться своим впечатлением, мнением в целом о Германии. Я даже ходил в полицейский участок, но об этом, возможно, я расскажу в другой раз. Это видео будет называться 5 плюсов, 5 минусов о Германии. Они будут конкретно касаться беженцев, да, с чем вы можете столкнуться. Поэтому я думаю, вам будет это полезно. На самом деле Украина и Германия очень сильно отличаются друг от друга. И я понимаю, что местное население привыкло уже к такому условию, к таким правилам, которые у них существуют внутри страны. У нас же, у украинцев, все совсем по-другому. Поэтому и мы сравниваем вот эти и называем это минусом, это плюсом. Это не значит, что у вас плохо как-то, да. Возможно, в некоторых моментах мы видим, что это плохо. Просто у нас это по-другому. У нас, возможно, какие-то штуки делаются намного проще, и об этом мы сегодня поговорим. Итак, первое, о чем хотелось бы сказать, минус – это документация. Ее просто очень много. У нас в Украине, если нужно что-то оформить, какие-то документы, мы знаем, что, имея паспорт, идентификационный код, в принципе, можно решить почти все вопросы. Ну, возможно, нужно еще взять справку о составе семьи и свидетельство о браке. Вот эти документы – это более чем достаточно для всего. Здесь же не все так просто, тем более, что то, что я здесь имею, оно на непонятном для меня языке. И когда мне говорят, дайте мне такой-то документ, то возникают сложности. Это первый минус. Первый плюс, о котором бы хотелось бы сказать, это беспрецедентная помощь Германии, наверное, несоизмеримая с другими странами, которые в Европе находятся. То есть тут тебе и льготы по машинам, да, мы можем ездить сейчас на своих машинах и не растамаживая их. Вот, полиция более лояльно даже к нам относится. Предоставляют жилье, оплата жилья, детские пособия, проездные. На самом деле список просто огромный, и его, наверное, не выучить. Насчет помощи Германия, наверное, занимает просто лидирующее место, что, наверное, и раздражает местных жителей, почему нам столько помощи. Второй минус, о котором бы хотелось упомянуть, о нем просто невозможно умолчать, и я думаю, вы о нем уже слышали, это медицина. Это просто огромный минусяка. На самом деле о медицине можно говорить было бы целый час и сделать какой-то отдельный выпуск, и это был бы только наш личный опыт и опыт наших друзей, либо людей, с которыми мы жили, то есть какой-то близкий круг людей, с которыми мы соприкасались. Ну, например, когда наш ребенок заболел у него гнойная ангина была, мы поехали в больницу, нам назначили термин, и нам сказали, ну, как бы ничего, само пройдет, ничего делать не нужно. Я говорю, может быть, мы хотя бы там горло будем полоскать, либо там чай. Ну, можете выпить чай. Есть и другие примеры, они более страшные, я воздержусь пока. Таких примеров много, я думаю, вы их сами знаете, в общем, достаточно. Второй плюс, о котором хотелось бы сказать, он, возможно, косвенно мог бы как-то отнестись к первому, это, имея статус убежавшего от войны по 24 параграфу, мы можем достаточно быстро интегрироваться в это общество, мы можем пойти на языковые курсы и попробовать выучить язык, и нам будет намного проще общаться и устраивать свою как-то жизнь временно здесь. Это огромный плюс. Третий минус, который мы прям сильно ощутили, это образование. Образование в младшей школе гораздо ниже, чем у нас в Украине. То есть дети могут свободно во время уроков там пойти просто погулять вместо какого-то урока. У нас всегда учителя находили замену, что-то как-то с нами работали, там читали, не знаю, а здесь могут пойти там погулять, там поиграться. Третий плюс, он тоже относится к образованию. Если ребенок способный, родители с ним занимаются, у него все получается, то в старшей школе у него есть 3 пути. Он может остаться в школе в низкой по уровню, он может пойти в реальшуле, там где немножко получше образование, и он может пойти как в высшую школу, гимназиум называется. Вот там уже ребенок сможет выучиться достаточно неплохо, выучить дополнительный какой-то иностранный язык. И, как правило, после такой школы высшей у него, так сказать, больше перспектив в жизни. Четвертое, это достаточно сложно снять жилье. Об этом мы уже говорили, и не только мы. Спрос, в принципе, всегда превышает предложение, поэтому, чтобы снять нормальное жилье,
нужно очень сильно потрудиться. К примеру, как нам казалось, было другое предложение по поводу жилья, и нам казалось оно лучше, чем это, но нам даже не хотели его показывать и предлагать. Мол, сказали, что для вас это маленькая жилплощадь. Хотя сейчас мы живем в квартире, которая меньше той, которую мы могли бы получить или которую мы желали. В общем, не все зависит от наших желаний. Четвертый плюс – это сортировка мусора. К этому, в принципе, быстро привыкаешь, и очень здорово, что люди здесь заботятся об экологии, о переработке мусора вторично, там, или 3 раза, я не знаю, сколько его перерабатывают. Но идея сама очень классная. В месте, где мы живем, очень чисто, хоть и мусорных баков здесь немного. То есть люди стараются не сорить. Если ты кинешь бумагу, будет штраф. Правда, был один денек, когда было прям очень грязно. Это был карнавал. Стекло, бутылки, стаканчики, бумажки. Вчера скидывали конфеты с машин, которые ехали, и тут же люди кушали, эти бумажки выбрасывали. Места было мало, машины просили убирать, поэтому машины ставили на бордюры. То есть в этот день никого не штрафовали за то, что машина на бордюре, за то, что выкидывают бумагу. Тоже никого не штрафовали. В общем, прощается все. Вот, в обычный день попробую так кинуть бумагу, сразу евро 30 или 50 придется заплатить. Пятый минус – это электричество. Все, что у нас дома, все на электричестве. Если случится какая-то беда, ураган, не знаю, буря и сорвет провода, то мы не сможем подогреть себе еду, останемся, не знаю, в холодном доме. То есть проблема. Я знаю, что много людей здесь имеют генераторы. Вот такой нюанс. Все на электричестве. Возможно, для кого-то нет проблем, и это не проблема, но для нас это, так сказать, если ты один в этой стране и тебе некому помочь, то, наверное, это проблема. И, наконец, пятый плюс – это питание. Да? Несмотря на то, что ценник на продукты вырастал уже 2 раза, этот ценник не особо отличается от того, что у нас в Украине. То есть продукты стоят примерно одинаково. Что-то больше, что-то меньше, но оно примерно уравновешивает. Да, ну, мясная продукция только очень дорого стоит. При всем том, здесь есть разные магазины, и мы уже ориентируемся, где продукты стоят дороже, где дешевле, где есть какие-то акции, поэтому, чтобы сэкономить деньги, мы уже знаем, куда нам нужно идти. Ну и бонусом хочу еще добавить, мне нравится, что вот те села, которые я знаю вокруг, независимо от их размера, в каждом из них практически, наверное, есть своя пожарная часть. То есть к пожаробезопасности здесь относятся достаточно серьезно. И у нас даже на крыше, где мы живем, есть сирена пожарная, ее регулярно проверяют. Конечно, это не очень приятно, но такова цена. Это были наши 5 плюсов, 5 минусов. Их могло быть гораздо больше. Это я еще не коснулся банковской системы, цифровых технологий. Вот. Цель не сказать, что здесь плохо или хорошо. Цель просто поделиться опытом. Поэтому, если вам было это полезно, вы знаете, что делать. Спасибо за внимание и до скорой встречи. Пока.